Всем привет, наши дорогие подписчики, с вами снова IG Daily. Всем привет! Мы продолжаем с вами разбираться в вопросах иммиграции и том, как же легче приспособиться, привыкнуть к новой стране. И сегодня мы поднимем еще одну важную часть этой темы, а именно, когда многие приезжают в Германию либо в другую страну Европы со своими местными дипломами и уже состоявшиеся как специалисты, часто они ожидают, что и здесь их точно так же будут ждать с распростертыми руками, что они быстро найдут работу по своей специальности согласно диплому. И тут сталкиваются с тем фактом, что это оказывается не так, что никто их здесь прям так и не ждет с их дипломом, что диплом толком никто не может прочитать, никто не понимает, на что они могут претендовать, либо даже немного не соответствует системе. И это не в том, что с вами что-то не так, что у вас какой-то не такой диплом, не то образование, например, а в том, что от вас ждут немного другого. От вас ждут не показать, какой у вас базис, какой диплом, а то, как вы сейчас уже сможете работать, как вы подготовлены к тому типу работы, к той системе, которая работает здесь, в Германии. И это показывается либо через опыт работы, если он переносимый, либо лучше местный, например, потом какой-нибудь, либо это показывается, конечно, через дополнительные какие-нибудь сертификаты, курсы, которые вы проходите уже здесь, на месте, в Европе. Да, я много раз видел, у меня друзья, знакомые, которые приезжают с очень богатым опытом, таким сильным кейсом, с хорошим образованием, с высшим образованием, приезжают сюда и не могут найти работу. Они часто жалуются, что они не находят себя, очень слабо с языком. Но это не только в стране, в которой мы сейчас живем, это в Германии. Это касается всего мира, всего Европейского Союза. То есть, как я уже говорил, язык это превыше всего. Можно вам сделать даже поблажки на ваше образование, но люди должны вас понимать. Это основополагающее, и с чего нужно начинать вашу интеграцию в европейское общество. Но тут важно понимать, что могут быть различные отличия, конечно же, в том, какой вы специалист, по какой профессии вы работали у себя дома, либо намереваетесь работать в странах Европейского Союза, в частности, в Германии. Для врачей отдельные правила, например. Многие знают, что если у тебя есть медицинский диплом в Украине, в России, ты не можешь приехать и сразу начать здесь работать. Важны, конечно же, курсы немецкого языка, нужно повышение квалификации, сдавать экзамены дополнительные. Это еще несколько лет очень кропотливой работы и учебы. Но это ваш вклад в дальнейшее ваше будущее, когда вы сможете здесь уже полноценно работать, например, теми же врачами, либо помощниками, и своя система, как говорится. Также следует понимать, что если у вас юридический диплом, здесь абсолютно другая система. Вы тоже не можете приехать и сразу начать работать юристом, адвокатом, потому что вы не знаете местной системы, вы не знаете местных законов. Поэтому то, что вы знали там, и те правила, которые работают здесь, и по каким законам, документам работает современная здесь система местная, они могут значительно отличаться. Поэтому вам нужно переучиться. Для этого нужно повышение квалификации, например. Но самое главное, вот мы подготовили наши стопки документов, показать, что мы проходили, наш путь. Он может отличаться от каждого человека, от каждой профессии, просто на нашем примере, что помогало нам. На своем примере я могу сказать, что я получала образование и в Украине, и потом приехала, я получила высшее образование в Германии. И для меня немецкий диплом, именно местное высшее образование, сыграло очень большую роль, потому что сразу после него я нашла здесь работу, смогла работать по этому диплому. И у работодателя, так сказать, не возникало дальнейших вопросов. Он знал, если я получила здесь высшее образование, я знаю здесь правила игры. И смогла сразу работать с немецким контрактом на немецкую фирму. И дальше в течение этой же работы я повышала свою квалификацию какими-то дополнительными курсами, обучениями, но это было уже второстепенное. И в Европе есть такое понятие, как его перевести на русский, когда ты учишься просто всю жизнь.
когда ты постоянно обновляешь свои данные, свои Знания. знания, чтобы оставаться на том же уровне и быть профессионалом в своей области. Ну, в общем, мы упустим то, что мы делали у нас в Украине, то есть мы вдвоем заканчивали магистратуру, это мы все пропустим, это, в принципе, для видео абсолютно неинтересно. Мы приезжаем, как и все остальные люди приезжают в Европу с высшим образованием, потому что у нас, как говорится, после школы, если ты не закончил университет, ну ты будешь вообще никем, то есть бомжом будешь. Здесь в Европе совсем по-другому работает, в Германии также по-другому работает. Здесь ваш диплом, он очень узкоспециализированный, и поэтому вы видите настолько развитые страны в Европе, невероятно развитые, если сравнивать с восточноевропейскими странами. То есть каждый человек, он занимается своим делом. Ему не надо заниматься другими делами. Он занимается только то, что он учил. Также в Европе и Германии не все люди заканчивают университет, а даже те, которые начинают, не все могут закончить. Потому что, вот, например, на примере Иры, у нее из 3 групп осталась реально одна, по-моему. Да, Да, у нас в итоге диплом получило около 30 человек из тех, кто изначально поступал на нашу специальность. Как они тебе говорили, посмотрите на вашего соседа слева, справа, возможно, они с вами не дойдут до конца учебы. Ну, так и произошло на самом деле. Начнем с наших документов. Просто с самого тяжелого, которое длилось 10 лет, это немецкий паспорт. Немецкий паспорт нам стоил очень много нервов, очень много денег. В принципе, для продлевания нашей визы у нас было не так, как сейчас все получают просто так. Мы Просто так. Просто так. Просто так никто не получает. Ну, Все. получают. За продление каждый год визу нам практически всегда давали на год только визу, и за каждое продление нам на двоих надо было 250 евро платить, по-моему, да, было? Я не помню точно, Ну, в сколько. районе 250 евро можете посчитать на 10 лет. Это только за продление, чтобы вы здесь могли находиться, и каждый год нам надо было на блокированном счете показывать тоже определенную сумму. Сначала она была небольшая, а потом она уже докатилась почти до 10 тысяч евро, которые нам надо было показывать, и тратить нам их было нельзя. Поэтому у нас Ира работала, Ира училась, а я работал, и так вышло, как вышло. Да, и паспорт мы получали по самому классическому пути, когда, прожив 8 лет в Германии, нам нужно было показывать количество определенных месяцев социальных взносов, пенсионный фонд, работа, рабочий контракт и все сопутствующие пункты. Абсолютно никаких поблажек у нас не было. То есть мы пошли по самому классическому, но надежному пути. Да, ну, наверное, самый второй, который сложный был, это учеба Иры. И это самое первое, что у нас было, это, конечно же, наши языковые курсы, которые мы проходили. Ну, я не смогу сказать, что это самое прям сложное было. Нет, это самое первое. Самое что первое. было. Ты поэтому хочешь разделить? Ну, в общем, как все там говорят, что я закончил B2 спустя там 4 года, я вас не понимаю реально. Потому что мы получили B2 свой в течение года. Вот, то есть у нас А1, А2, А3, B1, B2. Ну и в конце тест, у меня DAF, у Иры DSH. ДСХ я сдавала обязательно. Во-первых, все наши курсы мы проходили, это были интенсивные курсы немецкого языка при техническом университете в Брауншвайге. И в конце я сдавала, мне нужно было обязательно сдать экзамен ДСХ для поступления в университет. Там тоже должна была быть определенная оценка, определенный уровень для того, чтобы можно было поступить. Могу сказать сразу, экзамен был очень тяжелый. Я не знаю, сколько у нас человек, 200, наверное, тогда писала в здании университета тоже. Но он был очень важный. И без него невозможно поступление в университет. На тот момент, по крайней мере, был либо ДСХ нужно было, либо, по-моему, тест DAF тоже. Но вот он и есть. В общем, и это все длилось у нас год, поэтому отмазки ваши, что у вас там и дети, внуки, еще кто-то, ну это, конечно, такое. Но на тот момент у нас не было ребенка еще. Да. Когда проходили курсы, мы были без детей. Так, следующее по сложности, конечно, это было немецкие права. Немецкие права были тоже довольно сложные. Но, кстати, мы их получили довольно недорого. Я, поскольку пересдавал, у меня здесь открытые категории АМ, А1, А2, А, Б, Е, Б и Л на тракторчике. Вот у Иры только Б.
открыто. обычно, да, В права. общем, это мы получали. Ну и сразу, поскольку мы тут с правами заняты, это вот права на лодку. Права на лодку были, теория была намного сложнее, чем автомобильная, а практика супер легкая была, ну лично для меня. Вот, ну их уже испытал их, все законно, все работает. А, кстати, права еще, вот у меня есть интернациональные права, которые действительно во всем мире. Бумажка такая. Такая бумажка, ну тут написано, где что там, тракторы и все остальное. Ее мы делали перед поездкой в Америку на всякий Да, случай. на всякий тогда. случай, да. И они... Потому что Они, кстати, вот уже... немецкие О, права смотри, они в этом легко. месяце просрачиваются. Истекает срок. 22.05.26. Надо будет, наверное, другое уже когда-нибудь сделать. Но это, опять-таки, наши права немецкие не работают во всем мире, но если вы едете в экзотические страны, такие как Америка или еще какие-нибудь, Экзотическая Америка. то там другие правила немножко, да, поэтому... Ну ладно, раз мы автомобильные уже начали, тут вот у Иры есть, кстати, тоже, покажи на этот, курсы по экстремальному вождению. В принципе, Ира очень хорошо ездит, потому что я ее научил тому, что сам знаю, поэтому один из немногих людей, с которым мне комфортно ездить и нормально. Ира хорошо ездит, потому что Ваня научила. Потому что я научила, она еще прошла курсы, да, и тогда у нас был Opel Agila, она там всем показывала на вот таких колесиках тоненьких. И надо признать, кстати, я недавно разговаривала со своими коллегами в Швейцарии, и они жаловались. Мы разговаривали насчет темы штрафов, вождения, правил вождения, превышения скорости. И они говорят, у меня жена там просто чуть ли не каждую неделю приезжает домой со штрафом каким-нибудь. И в течение года у нее там 12-15 штрафов она может собрать. А в Швейцарии штрафы достаточно дорогие, конечно же. И они зависят от твоего уровня дохода, что очень интересно. То есть одно и то же превышение скорости для разных людей с разным уровнем доходов, штраф будет разным. А я вот подумала, сколько у меня было штрафов. Наверное, за все, там, сколько, 10 плюс лет после получения моих прав, ну, не знаю, может быть, 3 раза. Из них там 2 раза за парковку, 1 раз за превышение на 12 километров в час. То есть... А у меня за превышение, да, по-моему, 2 раза. Ну и неисчисленное количество за парковку, потому что тут все время то не там поставил, мне даже 1 раз эвакуировали, потому что я там знак вечером с работы приехал, такой, а там был такой транспорт. Переносной знак, которого раньше не было. Да. В общем, тут у меня тоже есть по поводу экстремального вождения одна. Что касается, по экстремальному вождению я сделал несколько, ну и вот одна у меня осталась, где-то еще должны были быть. Так, здесь у меня разрешение на то, что я могу водить прототипы. И прототипы любые, электробензиновые и, в общем, то, что я могу их на 300 км в час тоже ездить и на всем остальном от Volkswagen Автогрупп, как бы на всех этих прототипных автомобилей, то есть без АБС, без ничего. Ладно, переходим непосредственно к тем документам, которые помогут вам найти работу или помогли нам. Начнем с тебя. Ну, наверное, мой самый главный документ и самый сложный, который мне давался, это, конечно же, мой диплом. Он действительно вот так выглядит. Это не какой-нибудь заламинированный пластик, я не знаю, как в других университетах. Вот мой бакалавр, инженеры. И здесь дальше идут все мои оценки с подписями. Это был самый сложный, конечно же, документ. Bachelor of Engineering стоит. Да, он мне больше всего потратил нервов. Для меня бессонных ночей, слез, всего просто на свете. Но я действительно очень горжусь, что получила этот диплом. И именно он мне открыл дальше двери во все, можно сказать, фирмы, международные в том числе, и сейчас даже в Швейцарию. Поэтому этот диплом для меня прям must-have оказался. У Вани другой путь. Он не получал местное образование, но он доказывал свою, так сказать, приспособленность к местной системе с помощью сертификатов официальных, где он также сдавал экзамены, чтобы показать свой профессионализм и добить, возможно, те необходимые какие-то пункты, качества, работу с системами, которые здесь необходимы уже через местные международные сертификаты. В общем, это один из сертификатов, что я имею право работать, ну, как минимум, с автомобилями Ford, с
высоковольтными автомобилями, то есть гибридами, плагин и электромашинами. Это один. Потом то, что я имею право работать, в принципе, со всеми блоками управления Mercedes, BMW, Volkswagen Group. Это еще один. Вот, это что касается автомобильной темы. В принципе, нам больше пока и не нужно было. В общем, из самых недавно последних это, получается, SAP сертификаты. 1, 2, 3, 4. Кто не знает, SAP — это немецкая фирма, это гигантский концерн, который разрабатывает приложения, собственно, для всего мира, которым пользуются все международные организации, либо как минимум да, это большинство. полностью ведение бизнеса через эту программу происходит. Также, когда я работал софтвер-тестером, так, у меня здесь есть ISTQB, это International Certificate Tester. Международный сертификат о том, что... В общем, был ты вот этот являешься вот тестером. один из самых сложных был, на самом деле, очень сложно. Там за короткое время надо гигантское количество информации освоить. Ну, еще один сертификат тоже по тестированию софта, в принципе, любого, будь то автомобильный, либо еще какой-либо. Так, еще один сертификат по Python у меня есть, кстати. Вот это то, что... И очень часто, когда вы смотрите на вакансии от работодателя, они иногда прям прописывают, какие сертификаты они хотят у вас видеть. То есть помимо того, что стоит, требуется образование либо инженерное, либо экономическое, либо машиностроение, что угодно, либо информатика, программирование, они к тому же дополнительно пишут, желательно там сертификат тестировщика, или сертификат SAP, или сертификат международный проект-менеджера, например. То есть эти дополнительные сертификаты тоже приветствуются. И при прочих равных условиях, если будут два кандидата с похожим каким-нибудь опытом работы, дипломами, навыками, они вполне могут предпочесть того, у которого действительно больше, либо есть этот международный сертификат, который показывает и подтверждает, что человек может работать вот под Может играть по их систему, правилам, например, да, на самом деле. и знает, как все устроено. Да. Ну, еще у меня еще есть, получается, помимо этого, я могу вилочный погрузчик возить и на кране ездить. У меня еще есть где-то два, но почему-то их не нашли. Но это я когда с роботом... Давно не пользовался. Давно не пользовался. Это когда с роботами работал, там надо будет, ну, в принципе, высокий этот робот, и там надо, он ездит по рельсам, например, и ну, для него надо, как, грубо говоря, как кран, и чтобы вы могли туда наверх залезть, вам нужен вилочный погрузчик, чтобы в кабинку в эту залазить. И да, тогда пришлось это тоже сдавать, но там было не так-то сложно, там 2 или 3 дня учебы. Мне кажется, все, что на каких-то колесиках или что едет и двигается, тебе очень легко это все сдавать, все эти экзамены. Да, я уверен, Лодки, я могу машины, и на самолете. Следующий останется будет самолет, да. Что там у тебя еще осталось? У меня это только во время моей работы. Я также проходила курсы по работе в C-Place. Это тоже такая программа, которая позволяет для проект-менеджеров чаще всего трековать, не знаю, как это. А где от McKinsey, который? McKinsey я также проходила 3-месячную лидерскую программу, но в конце они не давали сертификат, они давали такой электронный бейдж. Но я его не стала распечатывать, потому что он выглядит просто таким вот квадратиком, где не написано на самом деле имя, но он зашифрован там под специальным кодом, и если ты нажимаешь на линк, на ссылку специальную, то оно пишется, что он подлинный. То есть 3 месяца ты скрыла, короче, сейчас от людей. Я еще проходила также курс, тоже длился 2 или 3 месяца от Microsoft, если помнишь, было давно. Но там также, это было давно, уже не использовала этот сертификат. Но очень в общем, полезно. Этим всем мы хотим показать, что в Германии все-таки ваше высшее образование, либо профильное образование, это только начало, это только первый шаг. И потом вам все равно придется досдавать. Я много видел люди, которые работают и работают с определенными программами, и их потом по работе их отправляют на повышение квалификации, их учат углубляться
больше познавать, например, в какой-то определенной сфере, либо программе почти везде, даже если вы продавец, и даже если вы продавец автомобилей. Вы просто посмотрите, сколько они ездят на всякие курсы повышения квалификации. Их учат уже больше психологии. Им показывают, как надо к клиенту обращаться, чтобы клиент не чувствовал себя ущемленным, что ли, либо обиженным, чтобы знать к ним подход. И это не только, если вы продавец, неважно, чего вы продаете, машины, квартиры, да, с клиентами вы работаете в маркетинге и так далее и тому подобное. И в этом плане, конечно, это очень важно, особенно вот в Европе, в Германии. Вам надо это все показать. И мы на нашем примере вот четко и ясно показали наш путь. То есть один путь — это полностью немецкая учеба, то есть университет немецкий в этом плане Hochschule. И мой путь, работая, и в принципе, я так понимаю, что по времени примерно оно было одинаковое по сложности. То есть я в свое время не мог и не хотел, честно скажу, учиться. Пошел по другому пути, но по затратам, по времени, наверное, вышло то же самое. Ну и в конце, да, есть у меня там определенные еще, которые сертификаты получал. Тоже это не просто было. То есть Kleinwaffenschein, то, что я могу с собой носить СРС-оружие. И вот который Urkunde, то, что я могу тоже как спортивный стрелок иметь оружие, стрелять с него и так далее. Если вы сейчас задаетесь таким вопросом, а что же нужно мне? Может, мне тоже нужны какие-нибудь сертификаты, но вы абсолютно не имеете понимания и представления, что же вам необходимо, да? Допустим, у вас есть украинский, российский, неважно какой диплом, у вас есть опыт работы. Подумайте, кем вы хотите здесь работать, куда устроиться. Посмотрите описание вакансий и посмотрите непосредственно их требования. Часто именно там указаны либо уже сертификат, который им необходим. Часто этот сертификат можно приобрести, имеется в виду обучение на этот сертификат, через джоб-центры, социальные службы, либо самим, конечно же, оплачивать. Либо вы смотрите в требованиях к вакансии, даже если там не указан сертификат, но там указана, например, работа, если на одной из первых позиций стоит там работа с САП, допустим, или если вы подаетесь на тестировщика, то, конечно, в данном случае будет большим плюсом, если вы обновите свои данные, свои знания, точнее, именно в этой области. И вполне логичным будет, если вы пройдете, допустим, какое-то обучение именно по этому направлению. Что я еще хочу сказать, что очень часто все эти сертификации, обучения достаточно дорогие в Германии. И имеет смысл искать возможности оплаты их через, например, либо джоб-центр, если вы находитесь на социальной поддержке, либо если вы, например, уже нашли какую-нибудь работу и понимаете, что вам не хватает этих знаний, вы хотите подтянуть себя, не стесняйтесь, идите к работодателю, часто они без проблем оплатят вам такое обучение, либо если это большой какой-нибудь концерн, большая фирма, у них очень часто есть уже внутреннее обучение по этой же теме, который для них, по сути, бесплатный. Но вы сдаете отдельно экстерный экзамен, то есть от официальной международной какой-нибудь фирмы, и фирма ваша оплачивает работодатель только этот экзамен. То есть для нее это совсем небольшие деньги, но для них это вклад в вас, вы для них это как их капитал в первую очередь, который будет на них лучше работать, лучше знать систему, и работодатель, скорее всего, вам никогда не откажет. И часто в Германии либо в Европе совсем другие правила игры, если вы стремитесь на какую-нибудь руководящую должность. Конечно, если это маленький семейный бизнес какой-нибудь, то там вполне все понятно. Вы показываете себя, растете в должности по ступенькам, постепенно, и, возможно, дорастете, не знаю, до директора, управляющего или кто там есть. Если же вы работаете в большой корпорации какой-нибудь, в большой фирме, то часто даже просто диплома, да, бакалавра, допустим, может быть недостаточно, потому что есть требования, что для того, чтобы стать, например, каким-нибудь директором по закупкам, по операционной части, должен быть у него MBA, например, и это уже совсем другой диплом. И часто, кто идет учиться на MBA, могут посмотреть, что там находятся среди всех учеников, так сказать, не студенты какие-нибудь обычные, 20-30-летние. Чаще всего это уже
состоявшиеся руководители, кому именно это обучение необходимо для дальнейшего их роста, для дальнейшей их позиции достаточно высокой. Либо я знаю, что в таких специализированных, узкоспециализированных предприятиях, например, на химической промышленности, какой-нибудь авиационной и так далее, у вас может быть MBA, у вас может быть диплом инженера, но может быть в какой-то схожей области. И вот для того, чтобы вам вырасти до достаточно высокой позиции, требуется все-таки конкретно профильное направление, еще дополнительное обучение по вашему направлению. Иначе без этого вам просто не светит руководящая должность. Ну, в принципе, например, в Германии для руководящей должности вы должны отдельно пройти курсы для руководителя. И часто, кстати, люди, которые потом хотят дальше повышаться до руководителя, у них спрашивают, а вы проходили эти курсы обязательно? И у них там, например, в больших концернах даже есть список из уже этих людей, которые уже с этим списком, которые ждут в очереди руководящую свою должность. Это не шутка, это серьезно так происходит. Это ты говоришь про Volkswagen, например? Ну, к примеру, да. Ну, это, да, Volkswagen это гигантский концерн, то есть много марок входит, да, это почти покрывает 80% фирм и автомобилей, которые выпускаются, в принципе, на планете. Поэтому, если вы приехали со своим местным дипломом и здесь не можете найти работу, либо понимаете, что вот вас не берут, хотя у вас есть опыт, у вас диплом какой-нибудь, возможно, очень сильного местного университета, не нужно впадать в какой-то там, не знаю, депрессия, отчаяние. В депрессию, что вы недостаточно хороши. Просто здесь другие правила игры. И здесь нужно показать, что вы умеете работать в этой системе. Ведь с одной стороны кажется, вы, допустим, какой-нибудь менеджер, и менеджер везде одинаковый, допустим, у них условия работы. Но нет, специфика работы может очень сильно отличаться. То, как работают здесь, может отличаться от того, как работают в ваших странах. Поэтому здесь нет ничего плохого в том, чтобы доучиваться, в том, чтобы приспосабливаться, либо адаптироваться к новой системе, и тогда вас заберут с руками и ногами, если вы покажете, что вы умеете работать на конкретно этом рынке труда. Часто даже если два одинаковых человека, и у кого-то будет, например, там указан +1 язык, у нас лично есть знакомые, у которых муж подавался на вакансию, и его выбрали из-за того, что у него был там еще +1 язык. Хотя он говорит, что, блин, хорошо, что мне за все там мои 10 лет не приходилось на нем ни с кем общаться, потому что он у меня довольно на плохом уровне. Но все равно вот у него +1 язык, и его поэтому могли выбирать, потому что у него больше языков. И в принципе он очень хорошо говорит на них. Тем более, если это требуется для вашей непосредственной работы. Например, там вы работаете с какими-то контрактами, патентами в юридической сфере, еще в чем-то. То есть если вы работаете в юридической сфере, и у вас нету даже одного языка, даже одного, там, грубо говоря, в той стране, где вы живете, ну это совсем плохо, это для вас уменьшает шансы почти чуть ли не на 100%. И в целом, если мы уже говорим про европейский рынок труда, и мы возьмем в пример Германию, то мы даже не можем себя сравнить с немцами вот нового поколения, потому что вы, когда вы откроете какой-нибудь там резюме такого человека, у него написано там немецкий садик, ну, образно говоря. Садик в резюме не пишет. В общем, садик, школа немецкие, то есть это он уже носитель языка. Потом у него там школа. В школе у них, соответственно, немецкий, английский. Английский он очень в идеале знает. Потом после школы или во время школы ездит куда-нибудь по обмену. Например, в Америку, в Италию, еще куда-то. Потом он в университете берет год или там полгода или семестр, еще едет, например, в Англию, чтобы там учить язык и так далее и тому подобное. То есть человек выходит из университета уже с образованием немецкого качества, европейского. Полностью он может в любом месте работать. Также у него уже в идеале 2 языка, это его родной язык, плюс английский, и плюс они в университете либо в школе берут еще один 3-й язык. Это, например, испанский может быть, там может и французский быть, да, какой еще там? Не знаю. У нас ребенок еще не дорос пока до этого уровня. И поэтому он уже там, вы когда приходит такой человек, он уже там, я был в школе по обмену, я был в университете по обмену. Я после университета год там путешествовал по Южной Америке, подтянул там испанский. И вы, конечно, со своим резюме, где вы просто
Я закончил технический университет там Харькова и все. И вы вот с этим одним дипломом, и там одну работу или две поменяли, и вы хотите туда куда-то воткнуться. Языка вы не знаете ни немецкого, ни английского, ни итальянского, ни испанского, ни французского. Не удивляйтесь, это факт. Это факт, который по определению не может вас возвести в один ранг с вот этими людьми, которые на сегодняшний день. И они очень хорошо и говорят и по-английски, то есть они не на таком уровне, как мы учились в университете или в школе, они говорят прям на свободном языке, на свободном. И это чувствуется, это слышно. Конечно, бывают всякие случаи, когда вы, допустим, очень редкий специалист, и вас могут часто взять даже без немецкого языка, если они не могут местных специалистов найти по этому направлению в этой области. Есть биохимики, например, то есть очень прям узко специализированных, которых специалистов единицы буквально. Либо у вас действительно был классный опыт, такой, который перечеркнет просто все остальные там немецкие преимущества. Исключения бывают всегда. Но если вы заметили, что вы, допустим, не относитесь к этому числу людей, и у вас все-таки достаточно просто нормальное, хорошее образование, нормальный опыт работы, но ничего там выдающегося такого, тогда стоит задуматься действительно о том, как вы можете показать, что вы готовы учиться, что вы можете работать в их современных условиях, системах и так далее. И на самом деле немцы, европейцы очень приветствуют, когда человек продолжает учиться, когда он показывает готовность адаптироваться, обучаться новому, потому что очень часто на любой новой работе вам всегда придется заново чему-то новому учиться. А так вы показываете, что вы готовы, что вы умеете, и вы со всем справитесь. Да. А на этом у нас все. То, что мы хотели сказать и показать, мы вам показали. Если вам это видео понравилось, либо у вас есть свои жизненные истории, пожалуйста, пишите их в комментариях. Мы очень любим читать комментарии. И если эта тема будет интересна для вас, и ваши комментарии также будут интересны, мы снимем еще одно видео с ответами, либо обсудим это в следующих видео. А на этом все. Спасибо вам большое за просмотр. Ставьте лайки и не забывайте подписываться на канал. Пока. Пока.